Приветствую всех, кто зашел на мой канал. По просьбе своих друзей и подписчиков я подготовила видео о том, как самим сшить удобный и просторный домик для своих любимых питомцев. Для основы я покупала поролон толщиной 3 см и плотную бязь, из которой обычно шьют комплекты постельного белья. Этот домик можно складывать. Превращаю его в уютный диванчик. Мои кошки любят оба варианта и часто на нем спят вдвоем. Выкройки с размерами и важными пометками я сохранила в блокноте. Их 4 штуки. Я буду шить домик в уменьшенном размере, а для вас укажу данные, как для большого. Поролон возьму толщиной 1 см, а вам нужна толщина 3 см. Выкройки пронумерованы мной в порядке их важности. Номер 1 – это пол. Рассчитывала его, исходя из того, какое пространство обычно занимают мои кошки во время сна. Они часто спят друг с другом, и я это учла. Еще важно было учесть глубину моего подоконника, на котором стоит обычно домик для кошки в зимнее время. Они любят тепло, и низ домика прогревает работающий радиатор. Вторая деталь – это задняя стена. Ее длина равна длине пола, а высоту я вычисляла, наблюдая за тем, в какой позе сидят кошки, когда приводят себя в порядок. Во всех выкройках надо поставить центральные точки, чтобы потом все детали правильно соединились между собой. Третья деталь, самая длинная, это крыша, которая согнется в дугу. Если приложить ее к полу, то будет видно, что она домик закрывает не до конца. Еще остается расстояние до края пола, где пройдет бортик. Крыша должна лечь по дуге стены и совпасть по ее размеру. К сожалению, я не могу вам сказать, как прокладывала эту дугу. Вы сами по своей получившейся дуге можете приложить выкройку крыши, поставить отметки и лишнее от крыши отрезать. И, наконец-то, четвертая деталь – это бортик, который не только защищает от сквозняков, но и служит мягкой опорой кошкам. Длину бортика нужно тоже подогнать под размер вашего округлого пола. На выкройке крыши поставлены дополнительные точки. Это отметки соединения с бортиком. Итак, поролон я уже раскроила. И теперь нужно проверить точность соединения всех деталей. Я это делаю с помощью булавок. Вот посмотрите, как это выглядит. Убедившись в том, что все детали выкроены верно, я приступаю к раскрою ткани. Очень яркую и броскую выбирать не стоит, так как она со временем вам надоест. Лучше брать нейтральных оттенков, которые впишутся в любой интерьер. Ткань должна быть плотной, чтобы не просвечивался поролон, и когти не нарушили его структуру в 2 счета. Прежде чем раскраивать ткань, ее нужно отгладить. Складываем ее вдвое. Детали я решила разместить вот так, чтобы сэкономить часть ткани. Вот тут сгиб, и этот кусочек мне еще пригодится. Посмотрите, я ее сложила не как обычно, а изнаночной стороной внутрь. В основном все строчки будут проходить по лицевой. Теперь нужно проложить 2 линии. Не только припуск на швы, но и толщину поролона. Не ошибитесь. В моем случае это 0,5 см, а в вашем 1,5 см. То есть половина толщины поролона и припуск на швы. Как я буду вставлять поролон? Сначала
Нужно проложить строчку по окружности у деталей пола и стены, а нижнюю, вот эту, мы не трогаем. Нужно сметать между собой детали, отступив от основного шва. Это вам очень поможет. Строчу по лицевой стороне. Потом вы узнаете почему. Убираю вспомогательную нить. В полученный карман вставляю поролон до самого упора. Шов должен проходить посередине такого чебурека. И теперь прокладываю строчку вот по этой линии. Поролон пальцами надо прижимать, насколько это возможно. Торопиться здесь нельзя. Вот посмотрите, как получается. И также по окружности прострачиваю деталь пола. Вставляю в нее поролон. И внутри кармана он болтаться не должен. Нужно сделать в натяжечку. Все получится замечательно, если вы соблюдаете размеры. Опять же делаю наметку. И вот два разных чебурека готовы. Посмотрите, какие они получились. Теперь их нужно соединить по прямым краям. Строчить нужно по линиям шва. На больших деталях нужно будет поставить центральные метки, иначе вам будет очень трудно их совместить. И обязательно сначала сметайте их между собой. Лучше потратить время на это, чем на распарывание основного шва. Теперь вам нужно приложить больше усилия, так как под вашими пальцами будет две толщины поролона. Здесь торопиться нельзя. Шаг за шагом останавливайтесь и проверяйте на обратной стороне, не попала ли ткань под строчку. Вот что получилось. С обратной стороны шов будет выглядеть вот так. Швы должны спрятаться между поролоном, когда детали примут нужное положение. Выступающие края я сейчас подрежу, а потом их обработаю зигзагом. После сборки домика все края должны оказаться внутри. Для крыши ткань нужно сложить лицевой стороной внутрь. Первая строчка пройдет вот здесь. Прокладываем строчку по верхней части бортика. Он также, как и козырек крыши, будет смотреть на нас аккуратным швом. Поэтому ткань мы складываем лицевой стороной внутрь. Ставлю отметки и прокладываю строчку вот здесь. Выравниваю углы. Строчка должна пройти по левой и правой стороне. Вот такая бесформенная штука получается в итоге. Выворачиваю все на лицевую сторону. Разглаживаю швы. Можно это сделать с помощью утюга. Надеюсь, вы уже узнали форму домика по этому чехлу. И, как вы уже догадываетесь, следующую строчку уже нужно прокладывать вот здесь, по самому низу. Но нужно оставить зазор, чтобы туда вставить деталь бортика из поролона. Точки швов должны совпадать. Вставляю поролон. Он должен плотно прижиматься к шву. И теперь застрачиваю зазор. И также заправляю поролон в крышу.
Его нужно вплотную подогнать к срезу бортика, чтобы не образовалось между ними пространство. И закрываю уже эту часть строчкой. Делаю наметку. Ну вот, эта деталь верхняя тоже готова. Осталось объединить то, что мы уже имеем. Прострачивать нужно не вот так, а с внутренней стороны. Соединять надо центральные точки и переходить к углам, чтобы не образовались складки. Вот и все. А я сострочила, отрезала лишнее и обработала края зигзагом. И если вы хорошо шьете, то дополнительно, еще до сборки деталей между собой, проложите вот тут строчку и по дуге спинки. А вот так домик превращается в диванчик. Теперь здесь будут жить мои очки или телефон. Я надеюсь, что мое видео будет для вас полезным, и вы останетесь довольны результатом, как и мои славные кошки. Всего вам доброго!